Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о семье Ксении Собчак, Тимуре Иванове и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Команда по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым не только успешно борется с преступными элементами российского шоу-бизнеса, но и переключилась на высшие эшелоны власти. Как заявил сам глава организации Никита Сергеевич Михалков, основная цель антикоррупционного комитета – это победа над преступностью и коррупцией во всех слоях российского общества, а также обеспечение достойной жизни гражданам Российской Федерации. Надо отметить, что слова Никиты Михалкова не расходятся с делом. За плечами антикоррупционного комитета немало ярких побед. Одна из последних – это совместный арест вместе с полицией заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова, который обвиняется в получении крупной денежной взятки и поставки некачественного оборудования на передовую спецоперации. На данный момент до решения суда Тимур Иванов находится в тяжелейших условиях в общей камере СИЗО номер 4 города Москвы. Просьба Тимура Иванова о переводе его под домашний арест или в одиночную камеру не увенчалась успехом, и арестованному министру обороны приходится терпеть оскорбления и унижения от своих сокамерников, криминальных авторитетов. Однако бывший заместитель министра обороны, понимая, что обратного пути больше нет, наконец-то раскололся и на допросе сдал всех своих подельников. Признания Тимура Иванова вызвали настоящий шок у российской общественности. В частности, 40-летний Тимур Иванов признался в том, что брал денежные взятки в особо крупном размере не один раз, но он делился ими со своими напарниками по преступлению, семьей Ксении Собчак, министром обороны и пресс-секретарем Верховного Главнокомандующего. Помимо этого, Тимур Иванов признался, что за последний год работы денежные взятки в особо крупном размере были получены на общую сумму 47 миллиардов рублей. Все эти колоссальные финансовые средства в равном порядке были разделены между семьей Ксении Собчак, Тимуром Ивановым, министром обороны и пресс-секретарем Верховного Главнокомандующего. Кроме этого, Тимур Иванов признался, что все контракты о поставке бракованного оборудования в зону спецоперации подписывал лично министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. На данный момент все показания Тимура Иванова проверяет антикоррупционный комитет и следственные органы. На данный момент известно лишь одно. Если слова заместителя министра подтвердятся, за решеткой окажется не только семья Ксении Собчак, но и министр обороны Российской Федерации и пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего. К слову сказать, что 2 недели назад за финансовое мошенничество в особо крупном размере во Франции была осуждена на крупный тюремный срок дочь пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Елизавета. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Завтра на Рогожском кладбище столицы состоятся похороны супруги известного актера и члена комитета Дмитрия Вадимовича Харатьяна Марии, трагически погибшей 2 дня назад во время разбойного нападения у себя в квартире. Антикоррупционный комитет приносит глубокие соболезнования замечательному актеру и своему товарищу. Антикоррупционный комитет оштрафовал известную певицу Любовь Успенскую на 5 миллионов рублей за издевательство над домашними животными. Судебное разбирательство началось еще год назад. Любовь Успенская, находясь в неадекватном состоянии, нанесла тяжелые травмы соседской собаке и своей собственной кошке, в результате чего домашние животные погибли.
В Белгородскую область к месту трагедии, где обрушился подъезд жилого 10-этажного дома, выехали члены комитета Раймон Паулс, Юрий Назаров и Александр Панкратов-Черный. Антикоррупционный комитет продолжает оказывать помощь пострадавшим. Руслан Байсаров в результате нападения, которое произошло несколько дней назад в Центральной клинической больнице города Москвы, по-прежнему находится в реанимации. Состояние отца Дэни Байсарова стабильно тяжелое. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.